Все мы с вами знаем, что компания Honda самой первой перешла на перспективные четырехтактные двигатели. То же самое случилось и в классе крупнокалиберных эндуро, когда в 1979 году Honda представила новую модель XR500. Для создания первой четырехтактной модели открытого класса Honda воспользовалась своим опытом в создании модели XL250. Фактически базовая конструкция двигателя, шасси и подвески XR500 практически идентична конструкции XL250. Однако представители Honda быстро отметили, что 500 это не просто скучная и потрепанная 250 с вдвое большим двигателем. Они хоть и используют похожие конструкции, но у большого мотоцикла более мощные детали, чтобы выдержать дополнительную мощность и вес. Сердцем большого эндуро является одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения объемом 497 кубических сантиметров, который выдает 36 лошадиных сил максимальной мощности на 6500 оборотов в минуту и 41 ньютон-метр крутящего момента на 5500. Силовая установка плавно разгоняет XR500 прямо с холостого хода, и в свете любви Honda к высокооборотистым двигателям неудивительно, что XR быстро наращивает мощность именно на верхах, хотя обычно не хочется заставлять большой четырехтактный одноцилиндровый двигатель сильно раскручиваться из-за вибраций. Но у XR они минимальны, так как и в случае с XL250 балансиры двигателя установлены на главном валу и являются ключевыми для всей конструкции мотоцикла. Специалисты Honda утверждают, что эта система балансировки эффективно подавляет вибрацию, присущую Big Single. Следовательно, меньшие нагрузки позволяют использовать более тонкие компоненты двигателя и рамы. Поскольку избыточный вес является основным недостатком любого четырехтактного двигателя, любая конструкция, обеспечивающая меньший вес, имеет первостепенное значение. В сухом состоянии мотоцикл, кстати, весит 121 кг, плюс бак вместимостью 12 литров. В итоге XR500 стал более плавным, чем легендарный мотоцикл Yamaha TT500, в котором просто используются обширные резиновые крепления для поглощения вибраций. Однако уже в 1981 году Honda выкатила обновленную модель XR500, главной особенностью которой стала задняя подвеска ProLink Showa. Она основана на системе, используемой на гоночных мотоциклах Honda для мотокросса, но ни один из компонентов не заменяется, потому что материал рамы мягкая сталь, а не хромомолибденовая, как у трековых мотоциклов. А вот маятник как раз таки из хромомолибденовой стали, но у гоночной версии он из алюминия. Каждая деталь спроектирована по образцу мотокросса, но в более дешевом исполнении для XR. Ход заднего колеса составляет 198 мм, а диаметр передней вилки был увеличен с 41 мм до 43 в 1983 году. Ход обоих колес также увеличился до 280 мм. Также модель 1983 года впервые получила и передний дисковый тормоз с двухпоршневым суппортом. Именно версия XR500 1983 года была самой популярной, потому что помимо обновленной подвески мотоцикл получил и переработанный двигатель, который оснащен новой конструкцией головки с радиальной четырехклапанной камерой сгорания RF-VC, что позволило увеличить и сами клапана. В итоге значительно улучшилась эффективность сгорания топлива. Также неотъемлемой частью конструкции новой системы стала и двухкарбюраторная система питания.
Теперь вместо одного 34 мм карбюратора Keihin установлено два 28 мм. Общий рычаг дроссельных заслонок управляет обоими карбюраторами, но при низких оборотах двигатель питает только один основной левый карбюратор. После того, как первый карбюратор открывается примерно на 1/3, начинает открываться и второй карбюратор, который содержит только основную струю смеси. Полностью карбюраторы открываются одновременно. В итоге XR 583 года стал выдавать 42 лошадиные силы на 6000 оборотов в минуту и 46 ньютон-метров крутящего момента на 5500. В 1984 году модель осталась практически без изменения и стоила $2300, после чего Honda решила повысить ставки и выпустила в 1985 году настоящего гиганта XR 600, но это тема уже отдельного выпуска.